Трамп вернет в Россию мировые автоконцерны и снизит цены. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк. За это в конце с меня анекдот. Президент США Дональд Трамп уже повлиял на российский автомобильный рынок в первые дни правления. Новый глава государства будет активно защищать интересы американских автопроизводителей. Для этого, вероятно, будут введены более высокие тарифы, направленные против производителей из Европы и Китая. В сегменте электромобилей Трамп занял жесткую позицию, усилив поддержку всей американской автомобильной промышленности. Это может привести к избыточному предложению автомобилей на мировом рынке, часть которых приходится и на Россию. Напомним, что при Джо Байдене был установлен 100% тариф на импорт китайских электромобилей. В ответ китайские производители начали строить заводы в Мексике, чтобы обойти ограничения. Однако Трамп будет действовать строже, распространив такие же тарифы на автомобили мексиканского производства. Таким образом, он намерен препятствовать экспансии китайского автопрома. Трамп также может усилить давление на европейских производителей автомобилей. Европейский автопром, уже находящийся в непростом положении, может столкнуться с новыми тарифными барьерами. Не исключено, что Трамп постарается окончательно подорвать работу автозаводов в Европе, развязав масштабную торговую войну в ЕС. В то же время возможна кооперация с китайскими компаниями, если они будут строить заводы в США совместно с американскими партнерами. Кроме того, Трамп наверняка будет поддерживать Илона Маска в расширении глобального влияния Теслы. Учитывая, что Маск выступает против жесткой торговой войны с Китаем, он может попытаться смягчить политику президента. Что касается России, санкции скорее всего ударят по китайскому автопрому, который активно укрепляет свои позиции на местном рынке. Политика Трампа, направленная на жесткое давление на иностранных производителей, может привести к увеличению предложения автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В результате Россия может стать крупнейшим рынком сбыта для зарубежных машин с ДВС, которые не находят покупателей в других регионах. После инаугурации Дональд Трамп отменил указ своего предшественника Джо Байдена, который предусматривал достижение доли новых электромобилей в США на уровне 50% к 2030 году. Ожидается, что Трамп также аннулирует федеральные налоговые льготы на электромобили в размере $7,5 тысяч и сократит финансирование программ по расширению сети зарядных станций. Ранее администрация Байдена выделила $7,5 миллиардов на создание национальной сети зарядок. К 2030 году их число должно было дорасти до 500 000. В соответствии с новым указом, все федеральные агентства обязаны немедленно приостановить выплаты по программам, связанным с поддержкой электромобилей. Кроме того, планируется ослабление экономических стандартов. Уровни выбросов будут возвращены к показателям 2019 года, что облегчит производство и продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Подобные шаги обсуждались еще в декабре прошлого года, когда команда Трампа анонсировала планы по отмене льгот. Среди предложений также упоминались меры по ограничению импорта автомобилей, компонентов и аккумуляторов из Китая. Уже в ноябре после победы Трампа на выборах автопроизводители прогнозировали введение новых пошлин на импорт автомобилей, включая поставки из Мексики и других стран. Позже альянс крупнейших автопроизводителей, включая GM, Toyota и Volkswagen, обратился к Трампу с просьбой сохранить льготы на электромобили и поддержать развитие технологий беспилотных автомобилей. Однако реакция администрации на это обращение пока остается неизвестной. Выводы. Команда Трампа намеревается отменить налоговую льготу в $7500 на покупку электромобилей, введенную администрацией Байдена. В эту инициативу вовлечен и Илон Маск, глава Теслы. Звучит странно, не так ли? В шахматах существует такой прием, как гамбит – жертва одной фигуры ради стратегического преимущества. Этот подход активно используется в политике. Опытный игрок, мыслящий глобально, готов пожертвовать даже ключевыми фигурами, если это приведет к победе. Похоже, что республиканцы, одержавшие триумф на выборах, применяют именно эту стратегию, выстраивая новую политику на автомобильном рынке. Суть их плана проста. Главный соперник США – Китай. В прямом конфликте с Поднебесной никто не заинтересован, учитывая ее внушительные ресурсы, включая численность населения. Поэтому стратегия направлена на экономическое удушение.
Ключевая цель – подорвать валютные потоки, обеспечивающие рост китайской экономики. На мировом рынке китайские автомобили уверенно укрепляют позиции, особенно в сегменте электромобилей. Именно они приносят Китаю миллиарды долларов, евро и других валют. На американском рынке такие китайские компании, как Li Auto и BYD, уже обошли Теслу, не говоря о традиционных американских брендах вроде Ford и Chevrolet, чьи электромобили не выдерживают конкуренции. Очевидно, что эти компании станут первыми жертвами экономического маневра. Республиканцы намерены не только увеличить пошлины, но и отменить налоговые льготы, которые стимулируют покупку электромобилей. Казалось бы, это ударит по Тесле, но Маск, будучи важной фигурой в этой игре, просчитывает последствия. Отмена льгот сократит рынок для большинства производителей электромобилей, как китайских, так и американских, за исключением Теслы. Компания Маска останется на плаву благодаря лояльной клиентуре, которая даже без субсидий готова приобретать ее автомобили. Кроме того, Маск компенсирует возможные потери за счет других своих проектов, таких как SpaceX и социальные платформы. Патриотическая риторика, гласящая, что покупка импортных машин приводит к потере рабочих мест, также сыграет на руку американской промышленности. В результате электрическая эра может быть подорвана, а ее финансовая нецелесообразность станет очевидной. Это нанесет серьезный удар по китайскому автопрому, который не сможет конкурировать в сегменте традиционных автомобилей. В итоге американская промышленность и ее союзники – Япония, Корея, Германия, Франция – только выигрывают от устранения главного конкурента. Игра определенно стоит свеч. Напишите в комментариях ваше мнение, что будет происходить с автопромышленностью России в ближайшее время. Ну и обещанная мною шутка. Из инаугурационной речи Трампа стало ясно, что он такой же балабол, как и предыдущие 46 президентов.